Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня я хочу показать мои любимые средства за уходом за кистями и вообще рассказать, как я ухаживаю за кистями, как я их мою, как часто и как, собственно, я это делаю. Поэтому, пожалуйста, если видео вам интересно, то оставайтесь, подписывайтесь на канал и поехали. Главное правило, что кисти нужно мыть почаще. Но оно распространяется не на каждый ворс. Поэтому, пожалуйста, изначально ознакомьтесь, какой ворс у ваших кистей. Он бывает натуральный и искусственный, синтетический. Здесь скорее не такая разница, натуральный или синтетический, если говорить о том, как часто нужно мыть кисти. Но нужно понимать, если натуральный, то из кого изготовлена ваша кисть. Как бы ужасно это ни звучало. Если кисть у вас, например, козочка, такие привычные, лисица, например, это очень удобный, приятный ворс, который хорошо справляется с тем, чтобы распределять, растушевывать тени, чтобы осторожно так тушевочку вывести. За ними комфортно ухаживать. Но если у вас белочка, например, за белочкой тяжело. То есть, если у вас кисть натуральная и из ворса белки, то здесь, пожалуйста, запомните, что ее нужно как можно меньше и реже мыть. Чаще всего ворс белки — это кисти, которые у нас предназначены для того, чтобы наносить какие-то пудровые продукты. Это может быть пудра, это может быть бронзер, это может быть румяна, но чаще всего румяна скорее нет, потому что белочка, она очень деликатно наносит, то есть так вуалью практически незаметно. Поэтому чаще всего белка — это для пудры. И так как это кисть для пудры, для сухой текстуры, то, в принципе, можете, наверное, себе позволить, если вы только пользуетесь этой кистью, мыть ее пореже. Остальные кисти комфортно мойте по степени того, как они загрязнились. Но, конечно, натуральные кисти нужно чуть реже мыть, чем синтетические, потому что их нужно именно реже мыть под водой, потому что это сказывается тоже на ворсе, обязательно со специальными средствами, ну и быть более щепетильно к ним, скажем так, относиться. Поэтому давайте, наверное, сначала мы обсудим, как ухаживать за натуральными кистями, а затем уже перейдем к тому, как ухаживать за синтетикой, потому что за ней можно ухаживать абсолютно так же, как за натуральными кистями, либо непосредственно более дешево, я это так назову. Если мы говорим о непосредственно натуральных кистях, это могут быть вот такая козочка, это может быть такая окрашенная кисть. Они обычно у нас чаще всего вы можете встретить, например, вот N-Beauty, да, у них кисти все натуральные, и за ними нужно ухаживать прям хорошо, потому что если вы хотите, чтобы кисти долго вам прослужили, чтобы ворс остался таким же мягким, таким же послушным, не колючим, то здесь уж, пожалуйста, будьте добры следовать правилам. Первое, что мы запоминаем, что мы чередуем, например, как я делаю, когда у меня натуральная кисть, я ее могу, если мы говорим не про тональное средство, потому что тональное средство и кремовая текстура, на них суперски оседается эта грязь, и вообще после каждого раза нужно мыть. Если мы говорим о более каких-то сухих текстурах, то здесь, там, не знаю, как вам комфортно, раз в 3 дня, раз в неделю, в зависимости от того, как вы часто краситесь. Я, например, сейчас крашусь вообще, мне кажется, раз в неделю, поэтому, можно сказать, я после каждого применения практически и мою. Я чередую. Один раз я непосредственно использую какой-нибудь гель, шампунь, что-то такое целенаправленное, да, для мытья кистей, и второй раз, когда я мою кисти, то я уже непосредственно более таким сухим методом, это такое вот на масляной основе, мне кажется, средство, я тоже про него расскажу, я просто наношу на салфеточку и, соответственно, протираю. Так, мне кажется, лучше, потому что вода, она, не знаю, насколько, как сказывается это все на ворсе, например, да, но когда вода попадает сюда, у вас может произойти ЧП. Как у меня случилось с кистью от Bobbi Brown, которую я очень сильно люблю, она теперь у меня просто барахтается там, я ее не могу ни сломать, ни вытащить, ничего, не знаю, что с ней делать. И поэтому, вот, если вы хотите, чтобы кисть вам дольше прослужила, то я советую вам как-то непосредственно все это комбинировать, потому что если вы будете постоянно, например, обрабатывать после каждого использования вот таким средством, да, на масляной основе, то вам и не нужно будет ее как-то адско отмывать, когда вы уже пользуетесь гелем, потому что тоже там сильно ее барахтать, там об руку или какое-то специальное средство тоже не стоит. Это первое, что мы запомнили. Я чередую крем, гель, шампунь, я чередую с чем-то сухим, да, тоже как можно сухим способом обработать. И давайте я расскажу непосредственно про сами средства, которые я использую, и как я их использую. Все прям по порядку посмотрим. Я сделаю вставочки из ванны, чтобы комфортно понимать, о чем я говорю. Первое средство, о котором я расскажу, это непосредственно Makeup Brush Antibacterial шампунь. И это специальный шампунь, который предназначен для того, чтобы заботиться о ваших кистях и мыть их. Это не премиальная, кажется, серия,
потому что я сейчас пытаюсь найти. Не, Premium Edition у меня вот этот вот непосредственно гель, что-то гелеобразное такое, маслечко. Это обычный шампунь, но главное, что вот у этой фирмы Estir, у них, кстати, есть еще салфетки, я тоже про них отдельно вам как-нибудь расскажу. Есть просто такие одноразовые салфетки, на мой взгляд, это как вот, знаете, вот есть такую салфеточку смочить, этим маслечком будет то же самое. Очень удобно брать, если вы в поездке, если вам нужно, там, например, вы на бэкстейдже работаете, вам нужно суперско быстро очистить кисть, она тоже салфетка справляется. Вообще вот эта фирма Estir, ее очень многие советуют, она, как я поняла, это российское производство, если не ошибаюсь, они представлены на Wildberries, на маркетплейсах, можно напрямую у них заказать. Они относительно, я бы сказала, не то чтобы дешевые, но более бюджетные, чем, например, если брать хороший шампунь для кистей от Bobbi Brown есть, да, от Manly Pro есть средства. Поэтому здесь как бы уже все по вашим возможностям, но это кисти, которые советует, во-первых, сама Аня, владелица бренда N-Beauty, и я ей доверяю, поэтому я их, собственно, купила и могу сейчас протестировать, рассказать, как они вообще в работе. Соответственно, это шампунь, он очень интересная, у него отдушка, мне, честно, очень нравится. Она такая прям супер какая-то освежающая, немножко химозненькая, но вот когда она в совокупности с ворсом намокает, я прям просто, у меня банная процедура, я обычно ставлю вот так телевизор и все это так намываю. Вот, соответственно, это такой просто шампунь гелеобразный, очень кремовый, он наносится, и вот, смотрите, он даже слишком, я бы сказала, да, посмотрите, какой он интересный, я не замечала, какая на руке. Я, соответственно, выдавливаю каплю или пару капель, я мою кисти, понятно, поочередно, начинаю я, наверное, с менее испачканных кистей, что-то там для теней, и потом заканчиваю уже чем-то темным, да, там какую-то для бронзера использую, для тонального средства, чтобы сильно там мне все это не распачкать по раковине. Вот, соответственно, вы делаете одно выдавливание, и потом уже берем кисть, мы ее берем и, главное, работаем только с этой поверхностью, чтобы здесь у нас как можно дольше еще ваша кисточка была в здравии. Мы берем ее обычно либо в стаканчик, да, вы намочите, либо открываете струю воды и так подставляете. Главное, чтобы вот сюда ничего не попадало. Вы ее изначально намочили, потом у вас средство уже на ручке, вы это средство по ручке вот так и распределяете, и вы не представляете, насколько это мягко, деликатно и прям он очень хорошо пенится, он прекрасно обволакивает натуральные кисти, и они просто супер пенистые, прям все в этом средстве, и прям прекрасно. Я обычно так беру, потом выжимаю, чуть-чуть водички, опять, и вот так раза 2-3, то есть даже на одном средстве можно, потому что я его распределяю, где-то у меня еще вообще там не запачканное. Вот, и вы моете, потом комфортно все это стряхиваете, под проточной водой опять промываете, но аккуратно, чтобы не попадало, пожалуйста, на кисть, но это в ваших интересах. Потом непосредственно либо вы салфеточкой, об салфеточку все это смываете, либо я иногда беру полотенчик и вот так осторожно, но не давите, потому что ворс, он нежный, особенно мокрый ворс, это как мокрые волосы, вы знаете, бесцвечно особенно, они более, как так, подвержены поломке. В общем, ворс может у вас отвалиться где-то, еще что-то, а этого не хотелось бы вам. Вот, поэтому вы аккуратненько тогда обмакиваете и кладете сушиться. Что самое главное, что мы кладем вот такой горизонтальной поверхности, чтобы опять-таки у нас вода не попадала в какие-то плохие средства. Если мы говорим о средствах, как мы уже с вами обсудили, можно посмотреть Estir, потому что он дешевый, он комфортный и хорошо работает. Кисти, правда, вот я долго ими мою, они хуже не стали. То есть кисти с ними отлично себя ведут. Но главное для натуральных кистей, запомните, что там никакого спирта не должно быть в составе. Всегда нам кажется, что антибактериальные, должно быть спирт, должно быть что-то прям жесткое. И не надо. Если вы видите, что там перед вами кто-то обрабатывает, я не знаю, спиртом кисти, во-первых, пожалейте кисти и пожалейте ваше лицо, потому что я бы не очень хотела, чтобы мне спиртовой кистью потом лезли в лицо, как не очень. Вот, тем не менее, это тоже антибактериальный, он прекрасно вымывает пигмент, даже там самые светлые кисти, вот единственное, что вот кисть у меня немножечко так почему-то румяшки на себя забрала, но я думаю, что через один раз полностью вымоется. Вот, например, кисть вообще для тона, посмотрите, она просто идеально белая. Вот, поэтому кисти после этого крема, шампуня очень хорошо себя чувствует. То есть можно еще заменить на шампунь Bobbi Brown, он дороже, но тоже хорошо работает. И если у вас нет возможности приобрести, или вы находитесь там в Европе, вы не знаете, что там взять, то непосредственно можете посмотреть какие-то легкие, очень воздушные пенки для лица. Но они тоже должны быть, пожалуйста, без каких-то активных масел, обязательно без спирта. То есть это должно быть что-то такое очень аккуратное, деликатное для очищения вашего лица, потому что эти средства будут осторожно воздействовать и непосредственно лучше скажут на качестве ваших кистей. Вот. Главное, чтобы не было спирта. И чтобы, если вы что-то используете, то что-то было мягкое. Это такой вариант очищения, который я использую. И если говорить про синтетические кисти, то
Я не всегда их очищаю этим средством, честно скажу, потому что синтетика, она нормально себя чувствует. Вот у меня есть пенка как раз для лица, я вот пенкой мою. Дорогие друзья, отвлечемся от этой мыльно-банной темы на секунду. Пожалуйста, если вы еще не подписаны на канал, то я убедительно вас прошу это сделать. Это очень сильно мотивирует. У меня цель — это 1000 подписчиков, и если ты сможешь мне помочь, вот ты прям подпишешься, то напишешь комментарий, скажешь: Даша, я тебя смотрю, Даша, все не зря. И я буду очень рада, потому что мне не хватает вашей поддержки. Точнее, нет, я люблю вашу поддержку, ценю, но если их будет чуть-чуть побольше, это будет прям вообще круто. Спасибо, и продолжаем. Потому что я вот решила, что это безопасный вариант даже для натуральных кистей, и поэтому синтетику я спокойно вымываю, очень удобно, комфортно, и вообще не жалуется мой ворс. Все названия, ссылочки, как всегда, я прикреплю в инфобоксе, чтобы вам было удобно посмотреть, заказать. Что я могу сейчас сказать, что здесь 200 мл, и по ощущению, как будто бы она целая. То есть, несмотря на то, что я ей пользуюсь, она так достаточно экономно расходуется и очень как бы комфортная вещица. Я рада, что я ее купила. Она такая средняя по цене. Мне кажется, порядка 300-400 рублей стоил бутылечек. С одной стороны, дорого, мы для волос, да, используем такие же, но кисти сами все тоже натурально очень дорогие, поэтому я больше за качество, и тем более, что это очень экономно расходуется. И второй вариант, который я тоже вам покажу, и это вот такой профессиональный браш клинер, и это премиум Edition. Что здесь важно, что именно, по-моему, в премиум версии у нас нет спирта. Там еще есть, по-моему, розовый бутылечек, и он со спиртом, обычно стандартная серия. Со спиртом подходит больше для синтетики, потому что синтетика меньше как-то пострадает, хотя я в целом стараюсь спиртом не очищать кисти, потому что я считаю, что если мы говорим про бактериальный эффект, антибактериальный, то это можно достичь просто какими-то более щадящими составами. Вот, но здесь важно, что если ваша кисть натуральная, у меня большинство в последнее время натуральной кисти, то обязательно, пожалуйста, вот воспользуйтесь таким форматом. Это средство чуть дороже, я вам так скажу сразу, потому что оно стоит примерно как и этот шампунь, но тем не менее, видите, формат маленький, это 100 мл, это такой, даже не тревел, потому что как тревел он у вас не пройдет, вытащит из чемодана, но он такой супер маленький, и здесь удобный клапан. То есть вы его открываете, и вот сквозь эту штучку у вас проливается жидкость. Так как он на маслянистой основе, мне кажется, здесь масло в составе, так, антибактериальный эффект. Удивительно, но на первый взгляд я не вижу масел, но оно какое-то, знаете, жирноватенькое. Я еще потом посмотрю на сайте, может быть, там что-то мне станет понятнее. Вот. И что важно, что буквально через 2 минуты действительно у вас кисть, она просто как будто бы новенькая. Это очень здорово, если, например, вы краситесь на камеру, как я, то есть вы испачкали кисти, вы за секунду можете вернуть ее к первоначальному виду и далее начать краситься. Если у вас мало кистей, это средство тоже вас спасет, потому что можно там иметь одну кисть для глаз и просто ее постоянно промывать и использовать. И, конечно же, если вы визажист, если у вас произошло ЧП, вы не успели, там у вас нет второго набора, вы не успели обработать ваши кисти, то это, конечно, палочка-выручалочка. Оно немного странное. Я вот, знаете, как бы оно мне нравится, оно классно работает. Давайте сейчас посмотрим. Я даже выбрала для вас кисти, которые я чуть-чуть так подпачкала. Это не самый какой-то испачканный вариант, скажем так, просто ее сложно, потому что она, видите, во всю сторону будет лезть. Давайте вот такие вот стандартные размеры рассмотрим. Это не самый испачканный вариант, понятно, что он может быть гораздо хуже. Все, здесь один раз я нанесла макияж этими кистями, но тоже посмотрим, как это работает, и убедимся, понравится нам или нет. Что здесь немножко странновато. На мой взгляд, мы берем салфеточку, складываем ее, абсолютно салфетка, какая вам комфортна. Странно, что так как консистенция какая-то жирноватая, я всегда не понимаю, сколько лить. Но я лью много, а изначально я мало налила, подумала, блин, я сейчас ее израсходую вообще за раз. Но смотрите, я тоже пользуюсь месяц примерно, и вообще прям, нормальный расход. То есть мы льем все это сюда, и оно прям, видите, сразу как жирненькое становится. Очень быстро высыхает, поэтому сразу не теряйте времени и приступайте. Мы берем кисть и начинаем ее обрабатывать об эту поверхность. Смотрите, буквально вот при вас за 2 секунды кисть уже как новенькая. Она единственное, что становится такой интересной, я бы сказала, на ощупь, потому что достаточно, не могу сказать, что я ощущаю еще это средство, но вот действительно нужно дать ему немножко подсохнуть, и вот, кисть как новая. Это заняло 1 секунду. Потом еще можно на этом же даже, да, вот, например, темную, чтобы просто какой-то остаток первично снять, вы можете прям в этом же кругляшке, потому что здесь все пропитано, поверьте, даже с этой стороны, видите, все пропитано. Можно еще с этой стороны. И вот, мы даже не наливали средства, и в принципе мы на остатках практически ее домыли. То есть еще чуть-чуть, и она домоется. Давайте даже эксперимент, мы с вами еще эту здесь потрем. Вот. Конечно, это еще все повторно, то есть вторые кисти нужно обработать. Здесь я скорее снимаю пигмент, а потом уже более качественно все это обрабатываю. Вот тоже, посмотрите, она практически обработалась. Ну, давайте посмотрим первичную кисть. Это заняло буквально минуту,
и она просто в идеальнейшем состоянии, она не мокрая, не жирная, вот я по руке вожу, вы не видите никаких не жирных блесков, то есть она суперкомфортная, ей можно уже работать, все, она новенькая. Поэтому это средство просто незаменимо. Если у вас мало кистей, если вы, не знаю, там, жалеете свои кисти, не успели помыть. Вот у меня часто такое бывает, что я, например, даже не снимаю макияж, а просто крашусь, и у меня тени, например, зеленые на кистях, и все. А какой тут красный макияж? Уже никакой. Вот. Поэтому вот это средство, если шампунчик еще можно какой-нибудь поискать комфортный, да, который не будет портить ваши кисти, то вот это средство прям незаменимо. Я, честно, изначально, когда заказывала, думала, блин, Даша, сейчас накупишь, опять не будешь пользоваться. Но мне в итоге очень сильно понравилось. Вот, это про натуральные кисти, искусственные, Make Up For Ever, люблю их. Как я уже сказала, в принципе, можно тем же самым методом все это прочищать. Я думаю, что это даже более качественно скажется на вашем ворсе, потому что синтетика очень часто такая колючая, она подольше у вас как-то сохранится. Либо можно более какими бюджетными аналогами, потому что они менее щепетильны. То есть там можно вообще не париться сильно. Дорогие друзья, ну вот и все, наше видео подошло к концу, значит, нам пора прощаться. Спасибо огромное, что смотрели его до конца. Надеюсь, что подписались на канал, написали комментарий и уже ждете следующее видео, потому что оно будет совсем скоро. Напишите, как часто вы моете кисти, тоже ли вы такой же ленивый человечек, как и я, потому что я постоянно такая... Хотя, честно, я люблю мыть кисти. Я, как уже сказала, я ставлю себе ноутбучик каким-то сериальчиком, включаю, смотрю, и мне нравится. Я просто знаю, что есть люди, которые ненавидят их мыть. Мне нравится, комфортно, поэтому приносите ваши кисти, я с удовольствием их помою и обработаю. Спасибо еще раз, что посмотрели это видео до конца. Надеюсь, что подписались на канал и ждете меня, потому что я с вами не прощаюсь. Пока!